Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России, когда никому не удавалось добиться стратегического, что окончательного поражения России. Потому что наш, как вы правильно сказали, многонациональный, сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками. И здесь достаточно молодые люди сидят, ну и у вас, дай Бог, будут тоже и внуки, и так далее, будущие поколения. Мы должны думать об этом. Кроме нас Россия никому не нужна. Только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития. Все к нам лезут и объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные усилия. Надо дать должное, что, в общем, уровень развития натовских стран, технологический, научный, он высокий, это высокоразвитые экономики. Но вот они пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе пирога. Но если бы камер не было, я бы им показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются. Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше. Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача – это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится. Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить. Первое, мы должны укреплять систему ПВО страны.
самую разную. Я сейчас не буду вдаваться в деталях, специалисты это знают, для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. И мы делаем это и будем это делать. Первое. Второе, что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносит нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться. Когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослабленный, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту систему дронов, да? И на самом деле это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. Я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносятся и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И кулибины наши, и так называемое народное ОПК, он тоже работает и работает эффективно.